Когда речь заходит о пекинской капусте, мы, как правило, вспоминаем о таком блюде, как кимчи. Однако, помимо него, из этой капусты можно приготовить много чего еще интересного и вкусного. И сегодня я вам покажу 3 своих самых любимых рецепта из пекинской капусты. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. И первым блюдом мы сегодня с вами приготовим котчури. Часто его называют у нас быстрым кимчи, но это не совсем так, потому что данное блюдо не проходит ферментацию, и это является его ключевым отличием. Однако это очень вкусный салат, признаюсь честно, один из моих любимых, который отлично подойдет на стол, как вполне неплохая замена кимчи. Первым делом давайте подготовим капусту. Для этого надо очистить ее от нескольких верхних листьев, которые повреждены, либо почернели. Далее нужно нарезать капусту на небольшие кусочки. Можно просто поперек, но для котчури я люблю нарезать на такие косые и продолговатые кусочки. Далее нужно капусту промыть в холодной воде и добавить соль. Соль я обычно использую морскую. Добавляем 1 столовую ложку. Теперь хорошо перемешиваем. Далее нам нужно накрыть каким-нибудь гнетом и дать постоять ей 50 минут. Пока капуста стоит и ждет, давайте приготовим пасту-заправку. Кладем внутрь 2 столовые ложки красного молотого перца кочукару, 3 столовые ложки соевого соуса, 1,5 столовых ложки 5% рисового уксуса, 1 столовую ложку сахара, 1,5 столовой ложки кунжутного масла и 1 столовую ложку измельченного чеснока. Теперь хорошо перемешиваем до состояния вот такой перцовой пасты. Также нам понадобится зеленый лук. Его можно нарезать крупно, а можно мелко нашинковать. Нарезайте, как вам больше нравится. Ну что, 50 минут прошло. Смотрите, сколько воды выделила капуста. Нам нужно хорошо ее отжать и слить всю эту лишнюю влагу. Важный момент. Данную капусту промывать от соли не нужно. Теперь нам надо заправить капусту. Выкладываем к ней нашу перцовую пасту и нарезанный зеленый лук. Теперь хорошо перемешиваем. Сделать это проще всего с помощью рук, надев предварительно перчатки. Обычно котчури подают во время кимджан. Это период, когда заготавливают большое количество кимчи на зиму. Он длится несколько дней, и в последние из них обычно готовят особое блюдо из свинины, которое называется поссам. Мясо варится в специальном бульоне и приобретает темно-коричневый цвет. После этого нарезается и обязательно подается с котчури. Но оно подойдет к любому мясному блюду, хоть к шашлыку, поэтому обязательно попробуйте. Итак, наше блюдо готово. Можете по желанию украсить его семенами жареного кунжута и подавать на стол. Желаю вам приятного аппетита! Друзья, котчури это один из самых моих любимых панчанов. В тот момент, когда у меня нет дома кимчи, я всегда готовлю этот быстрый вариант, и это блюдо всегда вызывает у меня восторг. Оно абсолютно сочетается с любым мясным блюдом, поэтому обязательно приготовьте, я уверен, вам понравится. Ну а мы переходим с вами к следующему рецепту, и это будет салат под названием печу намуль. Намуль это особая категория корейских закусок, которые обычно предполагают бланширование. Таким образом, салаты получаются мягкими, но при этом сохраняют свои полезные свойства по максимуму, а также остаются хрустящими. Для этого рецепта я специально взял молодую пекинскую капусту, потому что она всегда очень красивого, ярко-зеленого цвета. Нарезаем капусту на продолговатые кусочки. Проще всего это сделать, нарезав листья вдоль пополам, либо на равные 3 части, тоже вдоль. Далее в глубокую кастрюлю нам нужно налить 1,5 либо 2 литра воды. Обязательно немного подсолить и включить огонь. Ждем, когда вода закипит. Как только вода начнет активно бурлить, закладываем нарезанную нами капусту. С помощью лопатки либо щипцов проследите, чтобы капуста полностью окунулась в горячую воду. Не забудьте заранее подготовить холодную воду,
куда мы потом нашу капусту переложим. Бланшируем так 1 минуту. Теперь достаем капусту и перекладываем в холодную воду. Таким образом остужаем ее. Хорошенько промываем капусту и отжимаем от лишней воды. Посмотрите, какая она у нас красивая и мягкая. Теперь нам нужно всего лишь ее заправить. Хорошенько отжав и слив лишнюю влагу, добавляем теперь к капусте столовую ложку корейской пасты твэнджан. У данной пасты достаточно сильный вкус, поэтому 1 ложки будет достаточно. По этой же причине теперь добавляем примерно 2/3 столовой ложки сахара. Далее 1 чайную ложку соевого соуса и 1 чайную ложку кунжутного масла. Теперь все хорошо перемешиваем. Также рекомендую сделать это руками, надев предварительно перчатки. Старайтесь перемешать так, чтобы вся заправка разошлась равномерно. Ну все, наш салат под названием пэчу намуль готов. Подавайте на стол в холодном виде в качестве закуски к основному блюду. Желаю вам приятного аппетита! Друзья, данный панчан невероятно вкусный и готовится он быстро. Я его очень часто готовлю с остальными закусками намуль, когда делаю заготовки на неделю вперед. На канале уже есть несколько рецептов из этой категории корейских панчанов, но если хотите более подробное видео о том, как приготовить много простых, вкусных и самое главное полезных корейских салатов на неделю вперед и не потратив при этом на это весь день, то обязательно поставьте этому видео лайк и дайте знать мне об этом в комментариях. Если это видео наберет хотя бы 10 тысяч лайков, то я обязательно сниму для вас это видео. Ну а мы переходим к следующему рецепту, и это пэчу пакым или горячий салат из пекинской капусты. Пакым — это тоже особая категория корейских панчанов, которая предполагает жарку. Часто эту категорию путают с чорим, но принципиальное отличие в том, что чорим — это закуски, которые обычно готовят посредством тушения. Итак, капусту надо нарезать в этот раз поперек на небольшие куски, чтобы было удобнее жарить на сковороде. Далее давайте подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится лук-порей. Если у вас нет такого, возьмите обычный зеленый лук. Желательно с толстым стеблем. Нарезаем мелко. Далее красный стручковый перец. Можете взять острый, можете умеренно острый сорт. Если переживаете, что будет слишком остро для вас, то замените и вовсе на болгарский перец. Далее нам понадобится чеснок и имбирь. Без них ничего не получится. Это обязательные ингредиенты. Чеснок измельчаем с помощью ножа, достаточно мелко. Можете воспользоваться чеснокодавкой. Имбирь сначала нарезаем на пластины, потом соломкой, а уже потом измельчаем на очень-очень мелкие кубики. Друзья, ну а если вы хотите знать еще больше информации о корейской культуре, о моих путешествиях и многом другом, что не попадает в мои ролики, то этим всем я делюсь в своем телеграм-канале. Там мы не только обсуждаем корейскую кухню, но также ходим по различным заведениям, обсуждаем сериалы и даже обмениваемся фотографиями своих котиков. Также раз в неделю я там провожу прямые эфиры, в рамках которого отвечаю на все интересующие вас вопросы. Поэтому подписывайтесь, ссылочка в описании, давайте видеться чаще. Теперь нам нужно все это соединить на сковороде. Можете взять обычную, но лучше всего подойдет для этого глубокая сковорода вок. Итак, вливаем 1-2 столовые ложки растительного масла, разогреваем сковороду и первым делом выкладываем жариться зеленый лук и красный стручковый перец. На сильном огне обжариваем минуту, постоянно помешивая. Далее закидываем вместе измельченный чеснок и имбирь. Сразу же хорошо перемешиваем. Жарим так секунд 40, не больше. Очень важно, чтобы ничего не сгорело. Напоминаю, все это мы делаем на сильном огне. Теперь настало время обжарить капусту. Закидываем ее и перемешиваем. Старайтесь перемешивать максимально хорошо.
чтобы лук с перцем, чесноком и имбирем не остался на дне, а стал равномерно расходиться по капусте. Иначе они подгорят, а капуста приготовится неравномерно. Как только видите, что капуста немного размягчилась, самое время добавить столовую ложку соевого соуса, столовую ложку устричного соуса, столовую ложку 5% рисового уксуса. Сразу быстро и хорошо перемешиваем. Почти готово. Самое время добавить пару щепоток черного молотого перца и 1 щепотку соли. И обязательно 1 чайную ложку кунжутного масла. Еще раз перемешиваем, и все, готово. По желанию добавьте к готовому блюду мелко нарезанный зеленый лук и подавайте на стол в качестве закуски к основному блюду. Желаю вам приятного аппетита! Итак, на котчури я потратил 55 минут, на печу на моле я потратил 20 минут, ну а на печу пакым я потратил всего лишь 15 минут. Как видите, это все очень быстро, и я вас уверяю, это еще очень вкусно. А какие обычно вы готовите, скажем так, экспресс-салаты, когда совсем нет времени, но хочется вкусно перекусить? Обязательно делитесь своими рецептами в комментариях. Спасибо, что были сегодня со мной, обязательно подпишитесь на канал, если хотите знать еще больше про корейскую кухню. Ну и в комментариях напишите, какой из этих рецептов вас заинтересовал больше всего. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Еще раз спасибо большое за просмотр. Ну и увидимся в следующих роликах. Всем пока!